Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. На одном из недавних стримов я решил снова поиграть в eFootball 2022 после длительного перерыва. А не играл я в eFootball где-то около 2 или даже 3 месяцев. Это было по-своему интересно, но и заодно было интересно узнать, изменился ли хоть как-нибудь геймплей, стал ли он более-менее играбельным с момента своего релиза. А с момента релиза прошло уж больно много времени. И поскольку после выхода версии 1.0.0 геймплей скорее всего изменится, я предлагаю подвести некоторую черту под нынешним геймплеем, ну и заодно ответить на вопрос, сильно ли изменился игровой процесс с момента релиза eFootball 2022. Перед началом не забудьте поддержать этот ролик своими лайками, в комментариях обязательно делитесь своим мнением по поводу услышанного, и вообще, играете ли вы сейчас в eFootball и насколько вам нравится данный игровой процесс. Ну а если вы находитесь на этом канале впервые, то я бы порекомендовал вам подписаться и прожать колокольчик для уведомлений. Ну а я в свою очередь приступаю к своему монологу. Нашей основной претензией к геймплею eFootball 2022 был тот факт, что ты не играешь в данную игру, а скорее балансируешь, чтобы удержать мяч, чтобы попытаться его перехватить и в целом нормально ударить по воротам. И изменилось ли что-нибудь в этом отношении? На самом деле не особо. Ты все еще балансируешь по ходу матча, стараясь правильно держаться, чтобы перехватить мяч или этот самый мяч не потерять, когда ты находишься в атаке. Однако игру можно разделить на два пункта. Это как раз таки атака и защита. Если с атакой все более-менее неплохо, ты умудряешься проводить какие-то атаки, атаковать ворота соперника, контратаки и тому подобное, то с защитой все так же плохо. Конечно, можно обратиться к этому избитому аргументу, что в эту игру нужно научиться играть, вы все казуальщики, и нынешняя система защиты, она просто совершенна. Но, друзья, как по мне, она либо работает неисправно, либо не работает вообще, поскольку в данной игре почти что невозможно толком обороняться. И мяч перехватывается только за счет ошибок самого игрока, который действует с мячом в атаке, а не столько за счет того игрока, который обороняется. Поскольку даже используя кнопку корпуса, которая является чуть ли не единственной кнопкой отбора после подката, даже этот самый корпус не помогает тебе перехватить мяч в атаке. Игроки либо просто остаются на месте, либо даже не могут встретить игрока 1 на 1. Просто встают как вкопанные, когда соперник с мячом пролетает мимо них. Поддержки со стороны искусственного интеллекта все еще никакой, а поэтому после развода мяча с центра поля все еще проходят проникающие передачи, будь то забросом, будь то низом через всю вашу команду. И как я говорил еще по ходу прямой трансляции, на данный момент в eFootball играют по большей части все те, кто просек эту данную фишку, и кто эту самую фишку постоянно юзает. Что же касаемо атаки, как я и говорил, в принципе удается что-то создавать, атаковать ворота соперника, но я все еще не понимаю, как работают удары. Расстреливая ворота соперников сблизи, я постоянно то попадал в игроков соперника, либо попадал в штангу. Конечно, это скорее можно списать на то, что либо я давно не играл, либо я просто криворукий, но я понятия не имею, столько попыток, только раз в штангу, либо в игроков, но это просто трэш какой-то. А поэтому можно предположить, что система ударов в данный момент также имеет какую-то свою механику, с которой нужно познакомиться и в целом подружиться. И я так подозреваю, что нужно более точнее управлять стиком, когда ты наносишь удар. Однако вся проблема в том, что ты пытаешься сбалансировать своего игрока, чтобы не потерять мяч в штрафной соперника, и при этом еще должен стиком направлять, куда ты собираешься бить. Не просто задать направление, а еще вот именно покрутить стиком, чтобы удар был более точным. И если так оно и работает, то, как по мне, то это уж чересчур замудренно. Однако факт остается фактом, атаки проводить ты можешь, но пробить поворотом не всегда получается, и это крайне печально на самом деле. И итог по всему вышесказанному. Можно ли играть в eFootball 2022 на данный момент? Как по мне, да, это всяко лучше того, что мы получили на релизе игры. Получите ли вы от этого удовольствие, вопрос уже на самом деле другой. Здесь все зависит от того, как вы привыкли получать удовольствие от той или иной игры или от того или иного футбольного симулятора. Если вам лишний раз хочется испытать себя, проверить свои способности, то eFootball для вас подойдет. Если же вы хотите поиграть с удовольствием, особо не напрягаясь, то eFootball это явно не тот выбор. В общем, до обновления остается еще чуть больше месяца, и поэтому у вас еще есть возможность заценить этот исторически корявый геймплей. Это всяко играбельнее того, что мы получили на релизе, но в целом это все еще сырой продукт. В комментариях же под этим роликом я буду ждать ваше мнение по поводу услышанного, ну и ваше мнение по поводу геймплея eFootball 2022, если, конечно, вы все еще в него играете. Не забывайте поддерживать это видео своими лайками, ну и подписывайтесь на канал, если находитесь здесь впервые. Я всех благодарю за просмотр и вашу активность, услышимся уже очень скоро, так что
не прощаюсь.